Опять отправляюсь в путешествие, возможно, некоторое время меня не будет видно на ваших голубых экранах. Выскажу свое мнение, короткое мнение вообще по происходящему, вот эти вот 2 дня, даже скажем так, 1,5 дня. Первое, основным месседжем по поводу задержания Корбана стал следующий месседж. А почему его взяли, а вот тех вот не взяли? И вот этот вот товарищ меня сегодня вообще, если не убил, то ранил. Я думаю, що Корбан не попадає навіть в сотню головних ворогів українського народу. Тобто я все-таки, щоб посадити перші 100 людей, а потім 101-м Корбана. То есть вы посадите сначала первую сотню преступников, а потом уже займетесь всеми остальными. Это, во-первых, напоминает, знаете, какую-то классовость. То есть вот это вот высший класс, его сажать не надо, пока не посадите вон тех вот, низший класс. И в таком случае у меня первый вопрос. А почему сейчас сидят, допустим, там воры, которые украли, я не знаю, 1000 гривен, и вот их берут, арестовывают и садят в темницу сырую. А почему они сидят, если олигархи не сидят? Отпустить их всех. А во-вторых, самое главное, что волнует конкретно меня. Меня разыскивают уже 5 лет. Вот, ребята, уберите меня из розыска. Ваша первая сотня, вторая, третья не сидит. А я уж явно в 5-й сотне, наверное, врагов этого прекрасного государства. Уберите меня нафиг из розыска, а потом открывайте свои рты и вякайте по поводу того, что первая сотня или вторая. По покушению на генпрокурора. Кто-то умный, или не очень умный, пытается нас подтолкнуть к мысли, а посмотрите-ка, не хотите провести аналогию с убийством Макса Курочкина? Видите, у него был конфликт с известно с кем, а потом он на выходе из зала суда, хлоп, и нету. Профессиональные снайперы, и здесь тоже работали очень профессиональные снайперы, которые очень профессионально подготовились, смогли зайти, профессионально распознать, где там кабинет генпрокурора, профессионально выстрелить и попасть в бронированное стекло. У моего приятеля есть сын, ему 8 лет, так вот он знает, что в генпрокуратуре бронированные стекла. А снайпер супер подготовленный, который смог выполнить все предшествующие выстрелу моменты, выполнил, но про бронированное стекло как-то не в курсе был. Не общался он с 8-летним сыном моего товарища, и тот ему не раскрыл такую страшную тайну. Еще один интересный аспект. Сегодня военный прокурор Матиас сказал, что скорее всего с помощью тепловизора рассмотрели генпрокурора и стреляли в него. Его рассмотрели за шторами, за какими-то жалюзи, за стеклом, собственно. За шторами и жалюзи то дело такое, а вот за стеклом не очень, потому что тепловизор за стеклом не видит. Вот такие вот мои размышления, выводов никаких не делаю, просто спрашивает. Отвечаем. Все, пока.